Мощный удар по россиянам. Ключевой мост снова перекрыт. Важнейшие режимные объекты горят по всей России. Генерал армии убит. К Путину обратились с просьбой использовать самое страшное оружие. Крупный провал российских спецслужб. Покушение пошло не по плану. Кого хотели убить в Киеве? Резкий выпад в адрес Кремля. Путинский миллиардер закупит Украине ПВО? Арест Мадяра? Командующий силами беспилотных систем попал под суд. Об этих и других самых важных событиях к вечеру вторника, 9 июня. Новости, которые нельзя пропустить. Обязательно досмотрите до конца. В эфире «Некто». Меня зовут Дарья Петрова. Поехали. ВСУ бьют по одному и тому же месту и не промахиваются. Чонгарский мост снова поврежден и снова перекрыт. Движение заблокировано. Это уже вторая атака за неделю. Предыдущая была 7 июня. Оккупационные власти только-только отрапортовали о возобновлении движения и тут же получили прилет. Разрешения-то никто не давал. Этот мост не просто переправа. Это главная артерия между полуостровом и Южным фронтом. А значит, имеет стратегическое значение как самый короткий и удобный логистический путь. Техника, боеприпасы, топливо – все идет через Чонгар. Теперь поток транспорта направляют в объезд, через Армянск и Перекоп. Дольше и сложнее. Да и эти маршруты тоже, в общем-то, не вечные. Мы работаем по логистике Крыма, по дефициту бензина и дизельного топлива. Речь идет о критически важной инфраструктуре. Они не способны обеспечить полную защиту. У них много систем обороны, но они все равно не могут защититься. Напомню, что одновременно Украина взяла под огневой контроль основные трассы и методично выносит железнодорожную инфраструктуру Крыма. Чонгар горит теперь уже регулярно. Сезон в Крыму обещает быть крайне интересным. А Керченский мост ждет своей очереди. Видимо, недолго осталось. Тот удар по этому мосту, по Джанкою, это точно только начало. Вы сейчас увидите, что будет. Я просто предлагаю всем купить попкорн и сесть, смотреть, наслаждаться. Это только начало. Мощный взрыв в Санкт-Петербурге, или, может, хлопок. Путинский ВПК продолжает терять позиции. И, как оказалось, российские предприятия прекрасно справляются с самоликвидацией и без помощи ВСУ. На Арсенале, одном из ключевых военных заводов России, вспыхнул ангар с химическими реагентами. Взрыв был такой силы, что снес кирпичную стену. Предприятие выпускает пусковые установки для военных кораблей, изготавливает компоненты ракетной техники, а также занимается разработкой и производством космических аппаратов и оборудования для космической отрасли. Напомню, что Санкт-Петербург – родной город Владимира Путина, но даже его он не в состоянии защитить. Чего уж говорить об остальной стране. Война все чаще возвращается домой. Вчера Белгород весь день содрогался от взрывов. Примечательно, что первой версией местных было падение авиабомбы ВС РФ. Точнее, внештатный сход боеприпаса на свое же гражданское население. Как оказалось, в 500 метрах от жилых домов рванул целый склад. Детонация не прекращалась часами. Взрыв был такой силы, что по улицам разлетелись не разорвавшиеся противопехотные мины и другие боеприпасы. В результате детонации повреждены 230 квартир и домов. Взрывной волной выбиты окна в квартирах и в самом Белгороде. 5 женщин контузило. Власти распорядились об эвакуации села Беловское. Силовики перекрыли подъезды к месту взрыва. Официальная версия – нарушение техники безопасности. Но есть интересная деталь. До 2023 года на месте подорвавшегося склада был просто лес. А потом там начали происходить странные вещи. Деревья вырубали, вместо них начали возводить позиции со следами тяжелой техники. Все это видно на спутниковых снимках, пишут каналы Exile Nova и Пепел Белгород. И судя по масштабам, во время взрыва могло погибнуть или быть ранено большое количество военнослужащих. Российские спецслужбы, бывший военный и заказ на $100 тысяч. В Киеве раскрыли детали предотвращенного покушения на представителя военной разведки Украины. По данным следствия, целью был заместитель главы координационного штаба по вопросам военнопленных Андрей Юсов. Россия жестока и коварна. Ее целью сегодня может стать любой украинец. И воин на фронте, который ежедневно рискует своей жизнью, защищая страну, и обычный житель украинского города, находящийся под террористическими ракетно-дроновыми атаками. Подозреваемый 38-летний житель столицы и бывший военнослужащий с боевым опытом. Как утверждают правоохранители, за убийство российские спецслужбы пообещали ему $100 тысяч, из которых 10 тысяч должны были выплатить авансом. Следствие считает, что мужчина собирал данные о маршрутах передвижения, месте проживания и транспорте Юсова. Кроме того, он изучал возможность атаки с использованием FPV-дрона и искал потенциального исполнителя. Сейчас фигурант задержан. Ему может грозить 15 лет тюрьмы или даже пожизненное. Генерал взлетел на воздух. В
подмосковной Балашихе подорвали автомобиль. Водитель не выжил. Детали кроссовера разбросало по улице на десятки метров. Российские СМИ сообщают, что погибшему было 62 года. Личность пока устанавливается. Как и звание – генерал-майор или все же генерал-лейтенант. Микрорайон, где произошел взрыв, изначально строился для российских военных и их семей. Квартиры распределяла Минобороны. По одной из версий российского следкома сработало самодельное взрывное устройство. Его могли привести в действие дистанционно, после того, как машина начала движение. Важный нюанс. В нескольких сотнях метрах от этого места год назад был подорван автомобиль генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Что ж, ждем фамилию очередного ликвидированного российского генерала и детали операции, если таковая имела место быть. А вот в Москве уже арестовали виновного. Правда, по другому делу. И, судя по всему, он не сдастся по-хорошему. Басманный суд Москвы выдал заочный арест командующему силами беспилотных систем Роберту Бровди. Также арестован командир бригады Птахы Мадяра Андрей Клименко. Россия обвиняет их в ударе по колледжу в Старобельске. 1 июня глава СК Александр Бастрыкин сообщал, что Бровди объявлен в международный розыск по этому делу. Для Мадяра это уже не первый привет из российских судов. В марте ему дали пожизненное за минирование дорог в Курской и Белгородской областях, где в прошлом году была ликвидирована пропагандистка Первого канала Анна Прокофьева. До этого 18 лет за атаки на объекты топливно-энергетического комплекса РФ. Как думаете, сколько легкомоторных адвокатов отправит Мадяр, чтобы оспорить решение московского суда? Свои варианты пишите в комментарии. У Путина был шанс предотвратить массовый налет дронов на Москву, но он отказался от встречи с Зеленским. Пока Кремль закрывает дверь перед прямыми переговорами, президент Украины не теряет времени. В аэропорту Кишинева во время технической остановки он переговорил с посланниками Трампа, Уиткофом и Кушнером. Несмотря на фокус США на Иране, Киев и Вашингтон возобновляют дипломатию. Очень позитивный разговор. Благодарен за готовность работать максимально активно уже в ближайшие недели, чтобы придать новый импульс дипломатии для завершения войны России против Украины. Кроме перспективы дипломатических контактов, стороны обсудили подготовку к саммиту G7 и другие международные мероприятия. Также Владимир Зеленский поделился своей оценкой текущих намерений Москвы и ситуации вокруг российско-украинской войны. Тем временем Z-общественность начинает о чем-то догадываться. В среднем по русским городам прилетает по 677 боеприпасов каждый день. Это максимальное значение с начала СВО. Кажется, в плане демилитаризации Украины имеется пара просчетов. Тем не менее, Москва не хочет заканчивать войну. Киев и Вашингтон садятся за стол без нее. Ударить ядерным оружием, чтобы завершить войну. С таким предложением к хозяину Кремля обратился депутат Заксобрания. По версии чиновника, Путина вынудили начать так называемую СВО, но, к сожалению, все пошло не так, как планировалось. Поэтому считаю, что вы, депутаты, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит это. Депутату заглушили микрофон в конце выступления. Интересно, почему? Ночью Россия выпустила по Украине более 150 ударных беспилотников и ракеты. Удары зафиксированы в 10 локациях по всей стране. В Чугуеве Харьковской области в результате атаки россиян погибли 5 человек. Среди них беременная женщина. Еще минимум 6 получили ранения. В городе объявлен день скорби. Шахедами также был атакован Харьков. По данным местных властей, в одном из районов зафиксировано не менее 8 попаданий. Пострадали 16 человек, среди них 3 ребенка. Под удар попало и Запорожье. Как сообщали в ГСЧС Украины, на момент записи видео число пострадавших увеличилось до 24 человек, среди них 5 детей. В результате обстрела погибли 2 женщины. Владимир Зеленский дал интервью The Guardian. По словам президента Украины, россияне не имеют военного преимущества ни на одном из направлений линии фронта, а их всего 12. Нельзя сказать, что Россия проигрывает эту войну, но мы можем сказать, что она с каждым днем теряет инициативу. Они несут огромные потери. 30, 35, 23, 24 тысячи убитых и от 10 до 12 тысяч тяжело раненых. Они не выигрывают эту войну. Отдельная часть разговора была посвящена Путину и недавнему посланию Зеленского российскому лидеру. Президент Украины не подбирал слов. Он лжет с самого начала. Причины, по которым он начал эту войну, защита русскоязычного населения и все такое. Все это ложь.
Я всегда говорил президенту Трампу, Путин лжет. Он играет с вами, с Белым домом, с американским обществом. Это интервью Зеленский давал в Лондоне. И там же, на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером, поднял другой острый вопрос. О передаче замороженных средств российского олигарха Романа Абрамовича на закупку систем противоракетной обороны. А это почти 2,5 миллиарда фунтов. То есть сотни противоракетных перехватчиков по 3-4 миллиона долларов каждый. Деньги застряли в банках Великобритании с 2022 года, но позиция Киева довольно простая. Россия начала эту войну. Почему бы не использовать российские деньги? Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Никита Михалков внезапно рассказал сказку о, возможно, первом в российской истории мальчике в трусиках, точнее дедушке. И рассказал не где-нибудь, а в подкасте американской правой инфлюенсерши Кэндис Оуэнс. Вот вы знаете, я вам расскажу историю про деда Путина. Он мне рассказывал ее. Он воевал в Первую мировую войну на австрийском фронте. И он выглянул из-за бруствер и увидел, как австриец с него целится. И он успел первый выстрелить. И ранил этого австрийца. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет, там больно ему, ранен. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой армии, который так сделал? Гуманист, одним словом. Потомственный. Как думаете, Михалков снимет фильм про деда Путина? Реакцию на сей рассказ жду в комментариях. Какие варианты названия для будущего фильма про Спиридона? Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего важного. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Увидимся уже утром.